В архивах газеты Tombstone Epitaph, известной своими провокационными публикациями, сохранилась заметка, перевернувшая представление о возможном. В 1890-м группа ковбоев утверждала, что подстрелила в Аризонской пустыне существо с размахом крыльев в 158 футов, почти как у небольшого самолета. Его кожа по описанию напоминала прозрачную чешую рептилии, а клюв был лишен перьев. Газета намекала, не мог ли это быть птеродактиль, чудом переживший вымирание. Но где доказательства? Ни останков, ни фотографий. Историки отмечают, в конце XIX века подобные утки были обычным приемом для увеличения тиражей. Например, в 1874-м Нью-Йорк Herald опубликовал фальшивую статью о русалках, пойманных у берегов Флориды. Однако остается вопрос, почему именно в Аризоне, где уже находили окаменелости птерозавров, возникла эта легенда? Может, ковбои увидели нечто реальное, например, гигантского кондора, чей размах крыльев достигает 10 футов, а в сумерках силуэт мог исказиться? Или это была массовая галлюцинация, вызванная жарой и усталостью? Ответ, как и сама птица-призрак, канул в лету. Наша планета — это книга, страницы которой написаны загадками. Одни истории застыли в ледниках, другие растворились в песках времени, но каждая заставляет задуматься, что еще скрыто от наших глаз. Сегодня мы отправимся в путешествие через эпохи и континенты, где каждая глава — ключ к тайне, которую природа бережно хранит. От газетных сенсаций XIX века до существ, бросающих вызов науке, твари из черных волн. 11 марта 2011. После землетрясения магнитудой 9 баллов цунами высотой с шестиэтажный дом обрушился на побережье. Среди тысяч видеозаписей катастрофы одна вызвала шок. В кадре, снятом жителем города Сендай, из воды выползает существо с змеевидным телом и когтистыми лапами. Оно медленно движется к разрушенному дому и исчезает в его руинах. Скептики спешат объяснить, это могла быть пластиковая труба, унесенная течением, или тень от плавающего мусора. Однако морской биолог доктор Такаси Сираиси в интервью Асахи Шимбун отметил, форма и движение объекта не соответствуют ни одному известному морскому животному. В 2012-м океанографы из Токийского университета смоделировали поведение воды во время цунами и пришли к выводу, мощные течения могли вынести на поверхность глубоководных существ, которые редко попадают в объективы камер. Например, гигантских морских червей рода Eunice aphroditoa, достигающих длины 10 футов. Но их тела не имеют конечностей, так что же попало в кадр? Ответ, как и само существо, остается в тени волн. Ледяной змей Лагерфьюд. Озеро Лагерфьюд в Исландии. Местные легенды гласят, под его льдами обитает Йормунганд, мировой змей из скандинавской мифологии. В 2012-м рыбак-любитель Свейн Йонсон заснял странную тень, двигавшуюся подо льдом. Видео, напоминающее гигантское тело длиной 30 футов, мгновенно стало сенсацией. Геологи напоминают, Лагерфьюд — озеро тектонического происхождения глубиной 270 футов, где возможны подводные течения, деформирующие лед. В 2013-м экспедиция университета Рейкьявика опустила в озеро камеры с подсветкой, но обнаружила лишь стаи арктического гольца. Однако криптозоолог Ларс Мюллер в книге «Тайны северных вод» приводит свидетельства 17 века. Викинги якобы видели в озере дракона с глазами, горящими как угли. Современные ученые предполагают, речь могла идти о редком виде угря, который в стрессовых условиях вырастает до аномальных размеров. Но почему тогда видео Йонсона до сих пор вызывает споры? Может, мы просто не готовы признать, что не все тайны озера раскрыты? Нинген. С 21 века японские китобои и исследователи Антарктики сообщают о встречах с нинген, существами длиной 100 футов с человекообразными чертами и бледной кожей. В 2007-м экипаж судна Сёнэн Мару-2 снял видео. Под водой мелькнуло нечто с торсом, напоминающим туловище, и длинными конечностями. Океанографы из Национального института полярных исследований в Токио выдвигают версию, это могли быть гигантские кальмары рода Mesonicot teotis hamiltoni, чьи щупальца вблизи поверхности воды иногда принимают причудливые формы. Другой вариант — оптическая иллюзия. На рассвете айсберги, частично погруженные в воду, под определенным углом выглядят как движущиеся фигуры. Однако рыбаки настаивают, существа появлялись ночью, когда их корабли освещали воду прожекторами. В 2020-м австралийский биолог Эмма Уилсон отметила, Антарктика изучена хуже Марса. Глубины ниже 1000 футов, то это терра инкогнита, где возможны любые открытия. Может, нинген не миф, а предвестник новых видов, которые еще предстоит описать. Китайская загадка в сточной канаве. 2015. Провинция Хэнань. Работники водохранилища обнаружили в сточной канаве существо, заставившее содрогнуться даже видавших виды биологов. Лысое тело, длинные изогнутые когти, зубы, сломанные, а железные прутья клетки. Местные СМИ окрестили его Лин Шуйгуай, духом загрязненных вод.
Эксперты пекинского зоопарка предположили, это мог быть гималайский медведь-губач, страдающий от аллопеции, болезни, вызывающей потерю шерсти. Однако в докладе Всемирного фонда дикой природы за 2016 отмечалось, ареал этих медведей находится в 3000 миль от Хэнаня. Альтернативная версия – гигантская выдра Pteronura brasiliensis, но ее максимальная длина не превышает 6 футов, тогда как существо из канавы, по словам очевидцев, достигало 8. Эколог Ли Джен в интервью China Daily связал случай с промышленным загрязнением. За последние 20 лет в реки Китая попало более 500 тонн тяжелых металлов. Мутации – закономерный результат. В 2020-м аналогичное существо сняли в канализационной системе Шанхая, но образцы тканей так и не попали к ученым. Остается вопрос, что, если это не мутация, а древний вид, вытесненный людьми в подземные воды? Странствующий голубь. В начале 19 века орнитолог Джон Джеймс Адюба написал «Стаю странствующих голубей», которая затемнила небо над Кентукки на 3 дня. Их численность оценивалась в 5 миллиардов, больше, чем всех птиц Европы вместе взятых. Но к 1914-му в живых осталась лишь Марта, умершая в зоопарке Цинциннати. Массовый отстрел стал промышленностью. Мясо голубей продавали по 2 цента за тушку, кости перемалывали в удобрения. В 1878-м законодатель Мичигана предложил защитить вид, но его коллеги высмеяли идею. Они неисчерпаемы, как воздух. К 1900-му за поимку последней дикой особи обещали $1000. Безрезультатно. Профессор Стэнфорда Пол Эрлих в книге «Механизм вымирания» приводит шокирующий факт. ДНК Марты показала, что вид был генетически устойчив. Исчезновение вызвано исключительно человеческой жадностью. Сегодня биотехнологические компании вроде Revive and Restore пытаются воскресить голубя с помощью геномов музейных образцов. Но даже если это удастся, сможем ли мы вернуть небо, которое когда-то принадлежало им? Каролинские попугаи. Единственный попугай, обитавший к северу от Рио-Гранде. Их стаи, раскрашенные всеми оттенками зеленого и желтого, называли летающими тропическими лисами. Но к 1918 году вид исчез не из-за болезней, а из-за женских шляп. В Музее естественной истории Нью-Йорка хранится шляпка 1892, украшенная 240 попугайными перьями. Спрос был так высок, что охотники уничтожали до 5000 птиц в день. Попытки защиты провалились. Фермеры ненавидели попугаев за уничтожение урожая яблок. В 1904 году последнюю дикую пару видели в болотах Флориды. Их застрелили ради чучел. Доктор Кевин Бургер из Университета Миннесоты обнаружил в дневниках натуралиста XIX века упоминание о крике, похожем на смех ребенка. Сегодня этот звук можно услышать лишь в записях 1904, сделанных на восковых цилиндрах. Ученые считают, если бы попугаи выжили, их интеллект мог бы соперничать с африканскими серыми, но мы никогда этого не узнаем. Берберийский лев. Эти львы с черными гривами, достигавшими 10 футов в длину, были символами власти от Марокко до Египта. Римские императоры использовали их в гладиаторских боях. В Колизее погибло более 3000 берберийцев. Последний дикий лев был застрелен в Атласских горах в 1922. Генетический анализ, проведенный в 2017-м Оксфордским университетом, показал, современные львы сохранили лишь 2,3% ДНК берберийского подвида. Интересный факт. В королевском зверинце Рабата до 2005-го жил лев-султан, чьи предки были подарком султана Османской империи. Его грива и массивные лапы напоминали древние описания, но ученые сочли это результатом близкородственного скрещивания. Историк Жан-Пьер Дюма в книге «Исчезнувшие короли» пишет, берберийский лев вымер не из-за охоты, а из-за потери статуса. Когда империи пали, хищник стал просто трофеем. Тарпаны. Дикие лошади, тарпаны, чьи табуны насчитывали 10 тысяч голов, исчезли к концу 19 века. Их не истребляли, они растворились в генах домашних пород. В заповеднике Аскания-Нова на Украине в 1930-м пытались восстановить вид, скрещивая крестьянских лошадей с тарпановидными признаками. Полученные животные хоть и напоминали предков размерами, но уступали в выносливости. ДНК-исследование 2009-го подтвердило, чистокровных тарпанов не осталось. Археологи находят их изображения на скифских золотых пластинах V века до нашей эры с короткими гривами и изогнутыми спинами. Этолог Анна Соколова отмечает, тарпаны были частью экосистемы степей. Их вытаптывание предотвращало зарастание кустарником. Теперь эти ландшафты безвозвратно изменены. Занзибарский леопард.
На острове Унгуджа легенды о леопарде-оборотне, служившем колдунам, стали для него смертным приговором. В 50-х годов 20 века началась систематическая травля. Фермеры травили хищника ядом, вешали трупы на деревья для устрашения ведьм. Последний подтвержденный экземпляр был застрелен в 1996 году, но слухи о встречах не утихают. В 2005 году биолог Дэвид Мунги из университета Дар-эс-Салама провел анализ ДНК шкуры, найденной в деревне Кизимкази. Результаты, опубликованные в Journal of East African Natural History, подтвердили, это был подвид леопарда Panthera pardus adersi, генетически изолированный от материковых сородичей. Его уникальные мелкие пятна и компактные размеры, длина 5 футов, позволяли ему скрываться в мангровых зарослях. Местные жители до сих пор верят, леопард стал Читемба, духом, мстящим за убийство. В 2020-м камера-ловушка зафиксировала тень крупной кошки, но эксперты сочли это помехой. Парадокс. Даже если вид вымер, его миф продолжает жить, напоминая о цене человеческих предрассудков. Бескрылая гагарка. Ее называли пингвином севера, нелетающая птица ростом 3 фута, гнездившаяся на скалах Исландии и Ньюфаундленда. К середине 19 века вид исчез, став символом хищнической эксплуатации природы. Охотники ценили ее пух. Для набивки одной подушки требовалось 50 птиц. В 1840-м на острове Эльди у Исландии убили последнюю гнездовую пару. Музейные таксидермисты платили 9 фунтов за тушку, в 10 раз больше дневного заработка рыбака. Сегодня в мире осталось 78 чучел и 24 яйца, одно из которых продали на аукционе в 2017-м за $120 тысяч. Генетик Том Гилберт из Копенгагенского университета в 2019-м восстановил ДНК гагарки из костей, найденных в Норвегии. Оказалось, вид пережил 2 ледниковых периода, но не справился с человеком. Иронично, ее ближайший родственник, обыкновенная гагарка, теперь украшает логотипы экоорганизаций. Голубая антилопа. Она исчезла так быстро, что ученые не успели изучить ее при жизни. Последний экземпляр был застрелен в Капской колонии около 1800-го. Чучел не сохранилось, лишь рисунки, где шерсть отливает стальным сиянием. Голландские колонисты охотились на антилопу ради кожи, которая, по слухам, отпугивала змей. В журнале натуралиста Франсуа Леваяна за 1789 описаны стада из 200 голов, но уже к 1810-му их не осталось. В 2020-м палеогенетики из ЮАР извлекли ДНК из рога, хранящегося в Венском музее. Оказалось, голубая антилопа Hippotragus leucophaeus была отдельным видом, а не подвидом саблерогой антилопы, как считалось ранее. Ее исчезновение стало прелюдией к массовому истреблению южноафриканской фауны – кваги, капские львы. Список длиной в век. Шагающие рыбы. Их научное название – Тимихтис политус, но рыбаки Западной Австралии зовут их подводными кенгуру. С помощью грудных плавников они ходят по дну, избегая хищников. В 2018-м популяция сократилась до 20 особей из-за загрязнения залива Хобарт. Уникальность вида в отсутствии плавательного пузыря, что делает их уязвимыми к изменениям солености. В 2020-м ученые из Австралийского научного агентства переселили 10 рыб в искусственный заповедник. К 2023-му выжило лишь 5. Биолог Рик Стюарт Смит в интервью The Guardian сравнил их с канарейками в угольной шахте. Исчезновение шагающих рыб предупреждает о коллапсе прибрежных экосистем. Но кто услышит их безмолвный танец? Стеллерова корова. Ее называли морской овцой, массивная млекопитающая длиной 30 футов, мирно пасшаяся на водорослях у Командорских островов. Открытая в 1741 экспедиции Витуса Беринга, стеллерова корова Hydrodamalis gigas исчезла к 1768-му. Моряки ценили ее мясо, которое по вкусу напоминало говядину, а жир использовали для ламп. Записи натуралиста Георга Стеллера сохранили детали. Они подплывали к лодкам, словно доверчивые дети. Но именно доверчивость погубила вид. Охотники забивали до 500 особей за зиму. В 2017-м палеонтологи обнаружили на Камчатке кости коровы возрастом 200 тысяч лет, доказав, что вид пережил ледниковый период. Проект Revive the Oceans предлагает клонировать животное, используя ДНК из музейных образцов. Но даже если это удастся, смогут ли гиганты выжить в океане, где царит пластик вместо водорослей? Тасманский тигр. Последний телоцин умер в зоопарке Хобарта в 1936-м. Сумчатый волк с тигриными полосами на спине стал символом экологической безответственности. Фермеры уничтожали его как убийцу овец, хотя зафиксированных случаев нападений не было. В 2020-м Национальный австралийский архив рассекретил документы. В 50-х военные видели полосатое существо в глухих районах Тасмании. Генетики из Мельбурнского университета в 2022-м вживили фрагменты ДНК телоцина в эмбрионы мышей. Эксперимент подтвердил, что гены хищника все еще активны. Криптозоолог Эндрю Грегори в книге «Тени вымерших» пишет: «Каждые 2 года появляются очевидцы, но ни одна съемка не прошла экспертизу».
Может, мы просто хотим верить, что где-то в чащобах Тасмании еще звучит его ночной вой? Уроки природы. Странствующий голубь, бескрылая гагарка, голубая антилопа. Их истории объединяет одно. Человек считал ресурсы безграничными. Сегодня под угрозой 40 тысяч видов, от амурского тигра до кораллов Большого барьерного рифа. В 2022 ООН опубликовала доклад. За последние 50 лет популяции позвоночных сократились на 69%. Но есть и надежда. Восстановление волков в Йеллоустоуне, возвращение зубров в Европу. Философ Эйко Мацуда в эссе «Голоса вымерших» задается вопросом: можем ли мы скорбеть по видам, которых никогда не видели? Ответ кроется в действиях. Запрет на торговлю слоновой костью, проекты вроде целевого фонда исчезающих видов. История не должна стать эпитафией, только уроком.